Неделю назад со своей съемочной группой я проезжала мимо блокпоста №1 в Красном Луче и увидела юношу, которому несовершеннолетнего возраста, и узнала, что ему 14 лет, то, что он в казачестве, и сегодня мы приехали брать у него интервью. Как тебя зовут? Артем. А какой у тебя позывной? Малыш. Малыш? Да. Как прикольно. Почему у тебя такой позывной? Ну, потому что я действительно несовершеннолетний. То есть действительно малыш. А как ты попал в казачество? Ну, ранее я находился в приюте из-за того, что не было возможности попасть в семью. И я сбежал с приюта. Сбежал? Да. Угу. Услышал, что есть блокпост №1, я пришел сюда. И как тебя здесь встретили? Меня встретили, сначала начали спрашивать документы. Угу. То есть в действительности подтверждение личности. А у тебя не было документов? Нет. Нет? Ты же сбежал, точно. Вот, а вообще, нравится тебе здесь? Конечно, очень. Я тут многого узнаю. А друзья у тебя есть? Да. А как они оценили твой поступок? Расценили? Кто как, по-разному. По-разному, но большинство. Большинство даже гордятся мной. Гордятся? Это хорошо. Я хотела еще у тебя узнать, есть ли сверстники, девочки в ополчении? Название в больнице. Нет, я не встречал среди своих сверстников. Название. И девушек тоже ты не встречала? Сверстников? И сверстников, и не обязательно сверстников, просто Лежат девушек. раненые, там Встречал. на втором этаже. Встречал? Да. А как они тебе, как ты к ним относишься? Нормально как. Где ты родился? В городе Киеве. А где твоя бабушка живет? В Красном Луче, в городе поселок Вахрушев. Чем ты занимался в мирное время? В мирное время, как и все, гулял на улице, раньше ходил в школу. А потом, когда я поругался с бабушкой, она меня выгнала из дома. Я начал бродить по улицам. Бродить? Жестоко. Где ты? В школе учишься, правильно? Да. А в каком классе? В 9 Б. В 9? А какой твой любимый предмет? Химия. Химия? Как давно ты в казачестве? Месяц, 2, неделю? Сколько? Около месяца. Около месяца? Уже привык? Да. Просто ранее я служил еще в подразделении. Каком? У чегеваровцев. Где ты живешь? Моя официальная прописка блокпост №1. То есть ты здесь вот обитаешь, да? Ну а что ты кушаешь обычно? Как со всеми в столовой. Столовая, да? А чем там кормят вас? Тушенкой, не знаю, картошкой, макаронами, чем? Суп, Суп такой? супы, второе, каша. Обязательно, то есть вкусное все. Расскажи о своем командире. Командир у нас хороший. Хороший? Чем он тебе нравится? Тем, что он искренний. Говори. Искренне. Да. Он всегда в трудную минуту может помочь. А есть человек, на которого ты хочешь быть похожим? Да. Кто это? Это на данный момент он мой официальный Да. опекун. Офицер гном. Официальный гном. Как это мило. А вообще, как ты свое время проводишь? Большинство своего времени я провожу за уроками, а так свободное от урока времени я выхожу на пост, помогаю ребятам, подменяю их. А что ты делаешь? Торможу машины, проверяю документы, наличие вещей в багажнике. А как тебе здесь относятся? Хорошо? Да, отлично, мне нравится. Тебя все, в общем, устраивает, да? Как ты видишь жизнь после войны? После войны я собираюсь поступить в высшее военное учреждение, стать офицером, после чего растить своих детей так же патриотично, как меня воспитывали.
А тебя здесь воспитывают патриотично? Да. Именно здесь, на блокпосте номер 1. Это самое главное. Как ты учишься? Пытаюсь нормально учиться. А получается? Да. Учителя там нормально к тебе Да. относятся? Раньше в других школах мне было трудно с учебой. Именно в 10-й школе мне становится легче, потому что там хорошие учителя, они хорошо относятся ко мне. А нравится тебе учиться? Да. А ты после 9-го будешь куда-то поступать или после 11-го? Скорее всего, после 11. А почему? Ну, потому что я хочу получить все-таки высшее образование. А со скольки до скольки у тебя там уроки проходят? В 8:00 у меня начинается первый урок. А заканчивается примерно? Примерно в 2 часа заканчиваются у меня уроки. А ты здесь делаешь уроки, свои Да. домашние задания? Да. Да? Тебе не мешают здесь? Нет. В принципе, наоборот, только помогают. А, помогают, да. Да, есть даже друг, который белка, тоже раненый, помогает мне с уроками. За тебя задачи решают тут? Все, рассказывай. Ну не обманывай, давай. Говори. Ну, когда если попрошу, когда им вообще сложно, то все-таки бывает. По математике там, да? Ну, А какие, кстати, у тебя там уроки? Ну, в основном. Украинский язык есть? да. Есть, да. Ну вот мы предположим такую ситуацию. Ты не сделал домашнее задание, да? Ты ходишь в камуфляже, ну, в военной форме в школу или нет? Нет, я хожу в гражданской одежде. В обычной одежде, да? И вот ты приходишь в обычной одежде, и там, я не сделал домашнее задание, вы там мне за счет того, что я в казачестве, вы мне завысите оценку? Нет, такого никогда не было. Никогда? Нет. Точно учишь уроки? Ну, конечно. Ты меня не обманешь? Нет. Посмотри. За что тебе наряд влепили? За то, что я вчера вышел на пост раздетый. В смысле раздетый? Ну, без головного убора. За это тебе наряд. Мгм. А обычно тебе за что наряд дают? За то, что уроки не делаешь, тоже дают? Ну, иногда да. Иногда? Да. Или всегда? Да нет, иногда. Как В закон. наряде что ты делаешь? В основном я в наряде на кухне. Ну, то есть помогаю поварам, чищу картошку. Там Там. женщины? Ну да, Красивая. нормально. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Гном. 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 Так и зовут Гном. Мне сказали, что вы опекун малыша. Да, это так. А как так получилось? Ты как-то само собой получилось. Пришел парень на блокпост без документов. Разговорились. Он у нас и остался. И вы сразу взяли... Ну, мы не сразу, мы посидели с командиром, подумали. Решили, что все нужно делать по закону. Поехали в отделение милиции, поехали в райисполком, в приют, везде к родственникам, которых смогли найти. Ну, и все оформили должным образом. В пенсионном фонде тоже. Он живет вместе с вами? Да, он живет со мной в одном казахе. Вы спите рядом? Да, наш крак находится рядом, потому что это ребенок, и тут нужен должный контроль. Если мы взяли на себя такую ответственность, мы должны ее как-то нести. Как он вообще в школе учится? Ну, конечно, хотелось бы лучше. Конечно, хотелось бы лучше. Пропуски у него были большие. Вот. Сейчас занимаются наверстыванием. Что-то я могу, что-то ребята наши могут вместе. Общими усилиями. И учителя в школе помогают. Помогает, да? Помогают учителя в школе, да. Ну, а ему вообще времени хватает на все? Да, конечно, хватает. Как любому мальчишке ему хватает времени на все. И даже погулять. Погулять Ну, даже? погулять тоже. А как же без погулять? Дети без погулять не бывает. Командир его отпускает. Отпускать, да? Да, отпускает. Это увольнительный там на 2 часа, на 3 часа, когда есть свободное время, он ходит, гуляет. У него же есть друзья, сверстники. А, то есть он со школьниками гуляет? Или Конечно. те, которые- Как школьники относятся вообще к его поступку? Поступить в Да, казачество? Да поступка-то особого не было. У парня, наверное, просто выхода не было. Поэтому здесь нельзя сказать, что это поступок. Он сделал правильный выбор, можно сказать так.
Вот и все. А как к этому относятся? Ну, я думаю, что все относятся нормально. По крайней мере, я не слышал, что кто-то что-то ему говорил плохое. Так же, как и учителя относятся к нему очень хорошо. А вообще в воспитании нет никаких проблем? Он ведет себя хорошо? Да, он классный парень. Он очень классный парень. Мы им все очень гордимся, он учится. Ну, старается, по крайней мере, учиться хорошо. А помогаете ему делать уроки? Ну, а как же без этого? Помогаю, русский вместе делаем, литературу вместе читаем. А есть у него там девушка, например? Разумеется, есть. Нормальный, здоровый подросток. А сколько ей лет? Вот, к сожалению, пока мы не были ей представлены, но я думаю, что скоро это случится. А она Пока- приходила на блокпост? Нет, пока еще нет. А, то есть он там Да, пока в еще школе он с нас ней? не знакомил, да. То есть скоро Ну, познакомит. думаю, скоро познакомим, так куда ждать. Свадебку-то сыграем. Сыграем, а что ж, у нас блокпост дружный. Какое будущее вообще для малыша вы видите конкретно? Вот у него я узнала, хотела бы у вас узнать. Все будет зависеть от него, что он сам в этой жизни уверен. То есть Мы не можем ему навязывать то, что хотим мы. У каждого человека существует свое мнение и свое видение жизни. Поэтому малыш будет сам себе выбирать дорогу в жизни, а наша задача ему в этом помочь. Насколько мы будем в состоянии, настолько мы ему поможем. Вот мэрия нам помогла с удовольствием, ну, нам выделяет для него квартиру отдельно, социальное жилье у него. Квартиру будет. дают? Да, ему здесь дают квартиру. Беседовали с мэром, и он ему дает квартиру. То есть потому что он как, он сирота или Он как? идет как, ну, он идет как сирота у нас. А он сказал, что он в сиротском приюте или как Был в это? сиротском приюте, да, там, ну, там не совсем нормальная обстановка была на тот момент, поэтому пришлось ему оттуда уйти. Ну, он как говорил, здесь лучшие отношения, Ну, кормят разумеется, лучше, чем там, да? разумеется. Это самое главное. Их там человек 40-50, а здесь он у нас один. Естественно, все заботы к нему.